Пацаны, привет! Передо мной кассета радиатора. Здесь вентиляторы. Здесь каскады вентиляторов. Смотрите, что я вам хотел показать. Это запчасть бывшего употребления, но состояние хорошее. Здесь проводка на каскады идет. Смотрите, здесь залито герметиком. Таким более-менее темный, но по факту какой-то он прозрачный и вот достаточно мягкий. Вот след от ногтя, видите. Вот здесь ниже, здесь силовые провода уже идут. И здесь, смотрите, провод и трещина. Вот в эту трещину будет попадать влага. То есть мы можем прийти и столкнуться с тем, вот, что в этой трещине контакт сгниет. Теперь здесь посмотрим. Здесь нормально. Вот здесь, смотрите, уже 3 трещины. То есть здесь уже более большая угроза попадания влаги. Я потом сниму вот эту вот всю, расколупаю весь этот герметик, я вам покажу, что там может быть в принципе. И вот это вот, все вот эти вот места я буду переделывать. То есть нормально, чтобы это в принципе долго работал и надолго хватило. Показываю после того, как я вычистил вот этот вот весь герметик, который здесь находился на контактах каскадов. Такое состояние, то есть чуть-чуть окису есть после того, как я снял герметик, и это нормально. Здесь, то есть окислы такие начинались, вот, допустим, смотрите, здесь более такие блестящие контакты. Окислы были, где именно трещины, то есть где была трещина, я вот так вот поддевал этот старый герметик, и он то есть отваливался именно по трещине. Окислы здесь такие тоже нормальные, то есть здесь гнилых контактов нету. Здесь залью все специальной эбоксидной смолой, которая держит температуру. И в принципе эти запчасти будут долго ходить, и у меня не будет ошибок по каскаду. Если будут ошибки по каскаду, соответственно, у вас нету какого-то контакта здесь или здесь, то есть какой-то провод у вас сгнил. Если я найду фото по ошибке по каскадам, я фото именно что касаемо по диагностике профильной, я вам прикреплю это фото в видео. И здесь, то есть разницы нету, будет все равно ошибка по каскаду. Если у вас будет ошибка по каскаду, значит вентилятор не работает. Позже я вам покажу, как я залил герметиком, и покажу, как я это делаю, то есть уже по опыту. Я залил каскады эбоксидной смолой. Смола понемногу застывает. Что еще прозрачное, еще не застыло. Что уже белое, уже застывает. То есть как бы пока вот так вот получается. Происходит отверждение смолы под здесь высокой температурой. То есть смола это застывает под высокой температурой. Здесь, ну, как бы, если палец прислонить, когда происходит отверждение смолы, то можно обжечься. То есть, почему я использовал именно эту смолу? Потому что она выдерживает высокие температуры. Здесь радиатор греется, то есть постоянно где-то в районе 80 градусов Цельсия. И некоторые
смолы, герметики не выдерживают этой температуры и начинаются трещины. Также трещины происходят уже непосредственно от нагрева вот этих контактов, где плохой контакт. Да, и я вам рекомендую дополнительно обжать эти контакты, прежде чем вы будете так делать, как я вам показал. Потом вот этот скотч все убираете, все это на винты обратно и можете устанавливать. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока.